Вот так вот здорово оказываться на родных локациях спустя десятилетия. Зацените, монетка 100 вон 91 года. Аж страшно произносить, знаете, вообще. А еще у нас всегда такая горная традиция была. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новое видео про Южную Корею. На этом моем канале уже было опубликовано два видео про Южную Корею, про город Пусан и про мои впечатления от посещения страны в целом. То есть я рассказывал про мой опыт жизни в Южной Корее, в которой я еще оказался, будучи подростком. То есть это было давным-давно. Почему я не сделал это видео раньше? Ведь этот материал я отснял месяца 4-5 назад. Да, по той простой причине, что каждый раз, когда ты садишься делать видео, ты понимаешь, что, боже, а ведь я должен сделать там то. И, в общем-то, я нагрузил себя кучей всякой ерунды в голове. В конце концов, решил сделать вот как есть. Ну, так в более-менее удобно варимом формате все это сформатировал. Так что вот, будет как есть. И постепенно буду выкладывать еще дополнительные новые видео. Смотрите, что у меня вот такая есть камера прикольная. Insta360. И часть материала я отснял на нее. Соответственно, это я тоже буду выкладывать. Южная Корея для меня очень важная страна. Ну, во-первых, потому что это моя первая заграница. А во-вторых, потому что я ее очень люблю. То есть эту страну я реально очень сильно люблю. И когда меня спрашивают, лучшая страна, чтобы переехать, у меня такое подсознательное мнение выходит, что Южная Корея, да? Хотя вот мое последнее путешествие немножко разбило мои мифы о прям прекрасной Корее, потому что я увидел и минусы. Так что не будем слишком долго разговаривать и поехали смотреть сразу видео. Друзья, всем привет из города Сеул, Южная Корея. И мне есть что рассказать про Сеул и вообще про Южную Корею, потому что я здесь жил 3 года, с 12 до 15 лет, то бишь здесь прошло мое детство. И вот я возвращаюсь в этот же город спустя почти 20 лет и буду вам показывать мои памятные любимые места. И вообще чувство просто непередаваемое. Вот реально много что есть рассказать про эту страну, про мой опыт здесь. Короче говоря, поехали, потихонечку будем разбираться. Надеюсь, вам будет интересно. Ну и заодно узнаете немножко про специфику жизни в Азии, скажем так. Ну, конечно, почти за 2 десятилетия изменилось многое, но, в принципе, очертания парка узнать можно, и мосты, естественно. Так, конечно, ходишь, и как будто вообще другой век наступил, хотя, по сути, это так и есть. 2005 год, да, и 2024, конечно, это разные цифровые века. Но, тем не менее, все узнаваемо, люди примерно такие же. Изменилась лишь какая-то, знаете, глянцевая сторона, все стало больше блестеть, больше цифровизации, а так гуляешь и, в принципе, узнаешь свою родную Корею. Корейские муравейники. Вот они. Здесь этого не стыдятся. Ну, муравейники, зато решают жилищную проблему. Ведь страна сильно развилась за последние только 30 лет. До этого здесь был просто, явно не очень хороший стиль жизни. А смотрите, круизный лайнер катается, показывает достопримечательности по реке Ханган. Вкусно покушать это в Корее обязательно, поэтому еда она буквально везде, в любых количествах, в любых местах. Так что знаете, в Корее голодным вы не будете, уж точно. Прогулки по Хангану 19 лет спустя. Аж страшно произносить, знаете, вообще такие ощущения очень странные. Как будто бы это был другой человек, а не я. Вот реально, как будто бы это был не я. Какая-то заброшенная флотилия здесь стоит. Что это такое? За рухлядь. Блин, мокро здесь. For your safety, do not climb. Хорошо, я не собираюсь сюда залазить, но штука интересная, да? В неплохом еще таком состоянии. Знаете, что изменилось? А вот что. Все стало каким-то более стандартизированным, что ли. Более таким ухоженным. И я не знаю даже, как описать это чувство. Улучшенным, да, более цивилизованным, но от этого чувства становится немножко даже и дурно. Потому что когда все вот так вот красиво, чистенько сделано, думаешь, а где же частичка хотя бы хаоса? Вот где она? Тут все так хорошо, прекрасно. Здание, смотрите, как красивое, да? Вот, и где здесь хоть частичка хаоса? А ее нет. Хотя, если погулять, поискать по Сеулу, я думаю, я его найду, этот хаос. Я даже знаю места. Корейские туалеты. Теплые, чем-то напоминают собянинские в Москве. Не знаю, что у меня за ассоциации такие странные. Ах, эти прогулочные тропы в Корее. Интересное здание, конечно. Trump World. Ночной Сеул просто прекрасен во всех проявлениях.
Ребята, а знаете, что это? Это вот станция метро, которая называется Доксан. И в этом районе я жил в Корее впервые, да, то есть в 2001 году я именно здесь, в этом районе жил с родителями. То есть для меня это очень важный район и важная станция метро. Конечно же, все постепенно поменялось и выглядит несколько иначе, но все равно все очертания, все контуры, мосты, конечно же, все узнаваемое. Поднимаемся потихоньку на эскалаторе на станцию метро. Кстати говоря, разные кофемашины и прочее добро тоже модернизировали. Конечно же, это уже другие автоматы, но не все. Некоторые по-прежнему остались старые. Вот, допустим, этот автомат, это представитель старой серии. Я его точно узнаю. Здесь даже... нет, добавили возможность бесконтактной оплаты, что круто, конечно же. Но цены поменялись, конечно. Кстати говоря, почему-то остались еще старые телефонные автоматы. Кому они сейчас нужны, я понятия не имею. Давайте теста ради выпьем американо. Стоит он 600 вон. Пускай будет черный. И сюда, куда вот? Сюда вот можно запихнуть. И давайте посмотрим. Все, должно пойти сейчас. Что, еще раз нажать надо? Еще раз нажать надо. Пошло. Кстати говоря, очень странный аппарат для бесконтактной оплаты. А вот это именно тот вестибюль, который я видел каждый раз при поездке в город, скажем так, да, в центр города. По сути, ничего не изменилось, кроме, возможно, автоматов. Да, они новые стали. И больше не нужны кассиры. Видите, раньше здесь стояла касса, можно было купить билеты, а больше они не нужны. Турникеты, по-моему, такие же остались, даже, по-моему, не поменяли. Только возможность бесконтактной оплаты добавилась. Вроде на правильной платформе стою, мне нужно в город Сувон, добавили вот эти штуки, да, то есть не было раньше этой защиты. Но это общая тенденция в метрополитенах, я так понимаю, добавлять защитные экраны. Честно говоря, мне кажется, немножко даже уродует облик станции, вот на мой взгляд, но для безопасности, конечно, самое то. Станция, конечно, немножко колхозная, она такая не очень презентабельная, я бы сказал. Опять же, снова кофе, тут всякие напитки, в том числе энергетические. Знаете, сейчас, конечно, это никак не шокирует и прочее. А раньше, в 2001-2002 годах, это, конечно, была какая-то инновация, как будто было реально круто. Зацените, монетка 100 вон 91 года. Ничего себе, раритет. Вот и подъехал наш поезд. Вроде в нужном направлении, да? Ну, короче, я сейчас прокачусь одну станцию и скажу точно. Да, все правильно. Едем дальше. Едем дальше. Ну, поезда не сильно поменялись, конечно, только добавили всякие информационные стенды. Изменилась музыка при станциях, да, при подъезде к станции, а так все то же самое. Мою ветку достроили, добавили новых станций, поэтому мне нужно пересесть на другую ветку, чтобы доехать до моего района, где я раньше жил еще, в Сувоне. Это как бы соседний с Сеулом город. Так что пойдем посмотрим. Итак, чтобы от станции Сувон доехать до нужного района этого города, мне теперь нужно пересесть на новую ветку. Станции построили довольно много. Даже эта ветка, на которой я сейчас, добавили еще 20 станций за 20 лет. Кроме того, отдельные ветки еще новые построили, вот которую я сейчас иду и на которую я смогу пересесть. А раньше нужно было до моего района ехать только на автобусе. То есть только единственный вариант был. Представляете, как много всего поменялось. Ну, прогресс. Чего? Вот она, пересадка где. А я не мог найти. Кажется, вниз нужно идти. Местная едальня прямо в метро. Можно вот так вот сесть за столик и перекусить. И продолжить путь. Снова защитный экран. Тарификация поездки по зонам, поэтому хочу посмотреть, получится ли у меня выйти или нужно будет доплатить. Давайте посмотрим. О, все, можно выходить. Все хорошо. Да, интересно, конечно. Ничего особенного на станции-то нет. Никакой архитектуры, как видите. Абсолютно такая обычная станция. Момент истины. Выхожу постепенно наружу. Так, ну посмотрим. Выходим потихонечку. Ну, конечно, узнаваемая. Слушайте, конечно же узнаваемая. Да, это мой район. По магазину Home Plus сразу понятно, что это мой район.
Ничего себе. Какое все знакомое. И практически не изменилось так по виду. Прикольно вообще. Какой-то рынок здесь. Не помню, чтобы здесь рынки были. Ну, наверное, и раньше были. Я ж давно тут не был, не помню. По Хомпласу узнаю район, а также по этому вот мосту. Это, пожалуй, такой ключевой мост для опознания всех локаций в этой части города. А город, напоминаю, называется Сувон. Вот так вот здорово оказываться на родных локациях спустя десятилетия. Это Юнтон-дон, город Сувон, Южная Корея. Всем привет, я Дима. Записываю видео про путешествия, ну и про мою любимую страну в том числе, как видите. Какую-то фишку добавили, что можно вот отсюда напрямую добраться в аэропорт. Аэропорт Лимузин-Бас. А мы поднимемся по этому мосту. Я не помню, что здесь в округе было, вокруг этого моста. Давайте посмотрим. Помню, что где-то был здесь гитарный магазин, в котором я купил первую свою гитару. Примерно за $150. И она до сих пор валяется у моего друга в России. На этой горке, мне кажется, я выпивал. Я такое ощущение, что я выпивал. Ну, выпивал здесь везде, в общем-то. Но на этой горке вот особенно. Вот я помню. Ой, родной мостик. Да, вот это, конечно, памятные места все. Вон еще один мост. Под этим мостом я, кажется, ловил автобус 7000-ный, который до сих пор здесь ходит. На котором можно уехать в Сеул. Ну и из Сеула, соответственно, сюда, вот в Юнтон-донг. В этот район Сувона. Я думаю, дорогие зрители, что вы уже не удивляетесь такому вот обилию табличек, рекламы в локациях в Корее, да, потому что, ну, это вот что-то такое азиатское, и это, в общем-то, норма. Это особенно заметно в том числе на их веб-сайтах, которые весьма хаотичны и, ну, я бы сказал, не очень хорошо сделаны. Но вот это олицетворяется даже на улице, да, то есть столько табличек, столько надписей, что... Не знаю, оно все в голове перемешивается у меня лично. Я не могу читать, когда вот столько всего вокруг. Это просто какой-то ужас, да? Явно тут нужно какое-то более логичное распределение надписей. Ну вот как есть. Азия. Видите, даже в традиционном стиле есть кое-что. Кстати говоря, у нас весна, поэтому все цветет. Красота же. Сегодня и солнышко, кроме того. Сквозь тучи, да? Но солнышко. Ой, я прям кайфую. Заехал в местный гипермаркет, как раз таки этот Хомплас. Сейчас посмотрю, что тут есть. На первом этаже, видимо, всякая еда. Так, ну заходим, что у нас здесь есть. Должна быть всякая еда еще на пробу, кроме того. Пока всякие сладости, всякий трешачок, который не хочется брать. Супы всякие концентрированные, да? Ну что, стандартный супермаркет. А где тут что-то такое интересное там? Ну-ка. Слава богу, нашел самый нормальный отдел здесь. Что у нас тут? Где самое дешевое вино? Не вижу. Должно быть за пару баксов. Как я обычно пил в школе в те годы. Всякие концентраты. Всякое прочее. Так, а где жареные жуки? Есть тут они, нет? Это что ли, нет? Нет. Может быть здесь? Должно быть это жареные жуки. Прям такие вот настоящие корейские жареные жуки. Рыбные продукты. Ну, вроде цены здесь более-менее. 10 000 вон. Но, честно говоря, чем больше хожу по супермаркетам, тем больше понимаю, что порой выгоднее есть в ресторанчиках недорогих. Ну, серьезно. Вообще какой-то бред. Цены настолько поднялись в многих местах, что я даже не вижу мотивации чего-то готовить. Если за $5-6 можно поесть в любом месте, ну, зачастую, да, то какой смысл вообще что-либо покупать и готовить? Ну, не знаю, может быть, я что-то не понимаю. Ну, в общем, если вы что-то хотите заказать покушать, то знайте, что английского языка нет и в помине. То есть, ну, вот ничего не понятно. В общем, можно выбрать, конечно, ну, а потом, ну, я ничего не понимаю лично. Как бы очень странно все. Вот тут все написано, но... Короче, вообще непонятно ничего. Вот, в целом и в общем, если так описать ситуацию. Ну вот цены, в принципе, неплохие. 11 000 вон, 9 000 вон, 8 000, да? В принципе, нормальные цены на еду. Можно перекусить в фудкорте. Тоже знаковый мост. Почему знаковый? Да просто потому, что здесь я рядом жил. Все, вот поэтому и знаковый, понимаете? Вот еще какая-то едальня. Но тут вроде с самозаказом. Ой, не знаю. Еще поброжу, похожу, посмотрю, что еще есть.
Вот на этой вот площадке мы с другом активно катались на великах. Здесь очень удобная, смотрите, такая круговая дорожка. И я здесь очень сильно ушибся. Просто по той причине, что я нажал передний тормоз на велосипеде вместо заднего. Я перелетел через себя. И этим это место мне сильно запомнилось. Если бы вы знали, сколько раз я катался на велосипеде по этой вот дорожке, сколько раз я здесь ходил, вообще несчитанное количество раз, огромное количество раз. Но в принципе все узнаваемо, как по мне. Вот, смотрите, типичные корейские дома, да, типичные. Думаете, они стыдятся этих человейников, муравейников? Нет, все нормально. У них не возникает никакого диссонанса в голове. Все-таки это удобно. Поэтому человейники это во. А в этом вот доме, друзья, жил мой друг, 404-й. Он рядом с трассой. Наверное, здесь бывало иногда шумновато, я так полагаю. Но видите, дома так вот впритык стоят, в принципе. Да, но не так много-то изменилось, честно говоря. Не так много. А что-то я вот не помню эту традиционную красоту. Этот дворец. Вот не помню его я. Станции метро, конечно же, тоже не было. Теперь она здесь есть. Стандартные киоски. Союз Печать. Ну, вернее, Корей Печать, да, или как там. Как-нибудь так. Или Лотте. Что-нибудь местное, в общем-то. Да, естественно, остановки здесь, они диджитализировались. Табло появились вот такие вот, да. С нумерацией, с расписанием. Всего этого, конечно же, не было. Было только вот такое вот расписание на бумажке. Ну, естественно, не было никаких вот этих вот ориентовочных самокатов. Всего этого добра, безусловно, не было. И это, конечно, здорово, что теперь это все есть. Кстати говоря, я не помню никогда, чтобы была надпись такая вот «Shelter» в те годы, 20 лет назад. Ну, то бишь убежище. Может быть, она и была, просто не столько очевидна была. А может, и по-английски плохо понимал. Тем не менее, чего-то она в мою память не врезалась. А теперь она буквально на каждом углу, да. И это, в общем-то, напоминает несколько об обстановочке неспокойной в наше время. Особенно здесь, на Корейском полуострове. Насколько, конечно, Сувон чувствуется просторнее, чем Сеул, да? Я просто хожу по этим огромнейшим проспектам и диву даюсь, насколько комфортнее здесь, в принципе, жить и дышать. Я даже помню, когда переехал из Сеула в Сувон, насколько лучше стал воздух. В общем-то, в том числе благодаря обилию зелени и гор вокруг. И в горы можно здесь сходить. Ну, в Сеуле тоже много гор, да? Но так или иначе чувствуется, что здесь дышать легче. А это вот логотип города. Да, я его помню. Да, узнаю этот район тоже. Как вы видите, он отличается не сильно. Также многоэтажки и прочее. Но я именно узнаю по вот этим вот небольшим зданиям в том числе, да? Это строение я помню. Снова мост. Здесь очень много мостов. Здесь, кажется, была дорога к моему дому. Так, странное чувство. Эту школу я помню. Она на месте. А дом, я сейчас пока не могу найти мой, где я жил сейчас. Мне кажется, он чуть за ней. Вот визуализация моя немножко подводит порой. Ну, я найду. Вот помните магазин Home Plus, что я говорил, да? А это его экспресс-версия. Вот снаружи тут торчат овощи, фрукты. И чипсы всякие. Да, ничего интересного. Какой пример детям показываете? Слушайте, вот чтобы дети переходили дорогу и кушали всякую дрянь. Если я ничего не путаю, это как раз таки тот парк, где мы с другом распивали спиртные напитки. И, в общем-то, записывали песни, еще какой-то ерундой занимались. А теперь тут так все облагоустроено. Всюду камеры. Ну не, это не интересно. Короче говоря, у детей забирают детство. Я считаю так. Ладно, это я прикалываюсь, конечно. Но парки еще лучше сделали. Они и так были неплохие, но их сделали еще лучше. Более благоустроенные. А вы говорите каменные джунгли. Вот вам каменные джунгли, ребята. Это вот по-настоящему каменные. Зато сколько детских площадок. Смотрите, какого качества при этом. На каждом шагу. Ну это же здорово. А этажей там много. Там за 20 этажей. Мебель кому-то нужна в
хорошем качестве. А это знаменитая корейская сортировка. Здесь, в общем-то, следят пристально за сортировкой мусора. И нагоняй вам дают, если что-то не так рассортировали. Так, ну все, я узнаю свой район. Вот там вот был мой дом. Он есть, сейчас мы к нему подойдем. А здесь вот рынок. И, по-моему, тут продают тоже опять что-то, какая-то ярмарка, да? Здесь так и было отделение банка. Я же помню точно. Вот он так и сейчас стоит. Только это что, банк или не банк? А, да, то же самое, банк. Все то же самое. Надо же, спустя 20 лет на этом же месте ярмарка. Как такое может быть? Я вообще не понимаю. Кстати говоря, в 202 доме я тоже жил непродолжительное время с родителями. Да, конечно, очень представительно с точки зрения рекламы. Париж Багет, не помню, был он здесь или нет. PC, да, скорее всего, здесь компьютерный клуб где-то так и остался. Да я мало что помню, кроме пары магазинов и ресторанчика здесь, на самом-то деле. Да, вот цветочный здесь. Наполнение поменялось, но здания остались. Кстати говоря, смотрите, табличка здесь есть, которая вам напоминает, что это Сувон. Ну и 202 дом, о котором я только что говорил, вот он здесь. Прямо на углу, считайте, на трассе, да? Я думаю, здесь было шумновато. Ну да. Кстати говоря, это типичные беседки в корейском стиле. Как мы здесь видим, у нас появились разделители. Раньше их не было. Для чего их поставили? Ну, скорее всего, их поставили как защита от бомжей, чтобы вы на этих лавочках не спали. Логично? Да, вполне логично. И видите, это в принципе даже работает. А здесь вот, друзья, находится парк, в котором мы с другом предпочитали употреблять спиртные напитки. И вообще, в принципе, так сказать, морально разлагаться. В общем-то, видите, здесь вполне так сейчас цивильно. Только смотрите, лавочки какие-то стали более солидные, что ли, не знаю. Раньше такого не было, раньше просто какие-то лавочки были. Даже качели поставили, такие лавочки в виде качель, интересно. Вот, туалеты, примерно вот так это все и выглядело. Но раньше, во-первых, да, не так красиво это все выглядело. Во-вторых, здесь я слышал, были случаи того, как школьники разнообразные занимались всякими непристойными делами здесь. Понимаете? И, видимо, поэтому немножко все это дело было забаррикадировано как-то. И, видимо, навешаны камеры. Поэтому, ух ты, как тут все солидно стало, слушайте. Прям, не знаю, переделали, прям как совсем другой мир какой-то, 21 век, Фокс. А это вот конкретное место в нашем лексиконе называлось Колизей. Понимаете? Колизей. Просто и лаконично. Потому что, видите, оно такое круговое. И здесь, не знаю, на великах катались. Опять же, употребляли спиртные напитки, естественно, как же без этого. Да и все, в общем-то, наверное. Ну, поменялся, конечно, парк. Наверное, даже в лучшую сторону. А через дорогу от него можно было купить всякую различную ересь. Какие-то конфеты сладкие, какую-то гадость такую, знаете ли. В общем, наесться всякой химозы после уроков можно было здесь. Ну, вот сейчас... Не знаю, даже не хочется таким заниматься. Просто потому, что, во-первых, время ушло, да? Во-вторых, даже дети, по-моему, такой херней занимаются. Не едят всякую такую химозу. Не узнаю это место. В том плане, что оно очень похорошело.
Кстати говоря, еще одна улица, где можно наесться всякой гадости. Вон Олив Чикен я уже вижу, еще что-то там такое. Вот можно получить, так сказать, удовольствие, покушав такую замечательную еду. Вот я хожу сейчас и понимаю, насколько это вредная пища здесь, в принципе. Очень многое. Жареная, пережаренная. Плохая, в общем-то. Может, это просто я нудный стал, реально. Нудный, просто как до ужаса. Эх, ляпота. Ох, да, в этом переходе я тоже довольно много времени провел. Здесь можно было бумажки курить, подбухивать. Замечательный переход, конечно. Конечно, камер тут никаких не было раньше. Подземные пешеходные переходы практически не изменились. Все, как я помню, так и есть. Решил я, короче, на ночь глядя забраться на гору. Потому что это моя давняя традиция была и в Сувоне, и в Сеуле, и вообще всегда по жизни. Чем ближе к вечеру, тем большая вероятность, что я полезу в гору. Куда это я иду? И вот вы идете в гору в Сувоне, и вам навстречу линия электропередач. Но тот факт, что лес так рядом с вами всегда, он прекрасен. Я таки дошел до вершины. Ура! Вот он, я в Сувоне, спустя почти 20 лет. Это событие мирового масштаба. Дома, наконец-то. Ну, как сказать, дома? Для меня это дом. А еще у нас всегда такая горная традиция была распивать макколи, то бишь рисовое вино. Оно 5%, то есть не очень такие сильные, да? Хотя написано от 5 до 11,35, что ли. Короче, не знаю. Вот. Традиция была такая раньше в Корее, распивать рисовое вино, стоя на вершине горы. Что я сейчас и сделаю. Обожаю корейские трейлы. Вообще очень удобно ходить, все так обозначено. Дорожки все протоптаны. Да супер. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, будут еще новые видео про Корею. Благодарю вас и пока.